Всем привет, меня зовут Анита. А я Шандор. Сегодня мы в Будапеште, где познакомим вас с символом венгерского государства, зданием венгерского парламента, внесенным в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы покажем вам не только традиционное место парламента, но и недоступные посетителям секретные уголки. Поехали! Парламент прекрасен. Любоваться им можно бесконечно. Здесь заседает государственное собрание и хранится святая корона. Это самое длинное здание в Венгрии, шириной 265 метров и площадью 18 тысяч квадратных метров, а также одно из самых больших правительственных резиденций в Европе. Здание разделено на две абсолютно симметричные части – северное и южное крыло. Так начнем же с истории. В 1880 году был объявлен конкурс на проект парламента. Его выиграл венгерский архитектор и мастер неоготического стиля Имре Штейндель. К сожалению, сам архитектор не дожил всего несколько недель до окончания строительства. Здание строилось в тысячелетнем юбилее обретения Родины Венгриями в 896 году. Любопытно, что цифра 96 есть и в конструкции парламента. Высота центрального купола 96 метров. Некоторые технические решения, которые были использованы при строительстве здания в начале 20 века, стали сенсацией во всем мире. Имре Штейндель не хотел портить внешний вид здания печными трубами, поэтому спроектировал дистанционное центральное отопление, работающее с использованием пара. Через эти небольшие решетки теплый воздух, смешанный с холодным, поступает в помещение. А теперь зайдем в здание парламента. Я проведу вас по основному туристическому маршруту. А я покажу вам места, которые недоступны для обычных посетителей. Встретимся у короны. Пока! В здании парламента также расположен музей, который состоит из 4 постоянных экспозиций. Выставки, посвященные тысячелетию венгерского законодательства, истории строительства парламента, а также музей, посвященный жертвам и героям революции 1956 года, и лапидарий, где мы сейчас с вами и находимся. Здесь в лапидарии можно посмотреть архитектурные элементы здания парламента. И еще очень странные, но милые существа, которые похожи на лягушку, на обезьяну и на собаку одновременно. Они охраняют здание парламента. Вход для туристов украшают декорации на средневековый манер с использованием мозаики, витражей и позолоты. При строительстве здания было использовано 40 миллионов кирпичей, 500 000 драгоценных камней, а также 40 килограммов чистого золота. На поворотах золотой лестницы мы видим витражные окна, изготовленные по эскизам великолепного венгерского художника-витражиста Микши Рота и изображающие флору и фауну Венгрии. По парадной лестнице поднимаются главы государств, правительства или монархии, а также каждые 4 года депутаты парламента. Центральные колонны парадной лестницы украшают скульптуры пажей, а потолок – полотна Кароля Лотца, одного из самых известных венгерских живописцев XIX века. Эти барочные интерьеры поражают своей сказочной красотой. Подняться наверх можно и на лифте. Лифты сохраняют стиль неоготики.
Зал заседаний Верхней Палаты является одним из самых импозантных залов парламента, открытых для посетителей. С тех пор, как парламент стал однопалатным, здесь по большей части проводят конференции, торжественные мероприятия или студенческие программы. Мы с вами в охотничьем зале. Раньше здесь работал ресторан, а сейчас проводятся торжественные мероприятия и банкеты. 60 лет назад в этом зале Юрий Гагарин танцевал с супругой Януша Кадара. Из охотничьего зала открывается шикарная панорама на Дунай. Давайте посмотрим. В обоих крылах парламента находятся так называемые салоны, где в непринужденной обстановке депутаты общаются в перерывах заседаний. Отличие между салоном Нижней и Верхней палаты в цвете. Цвет ковра в Верхней палате синий, пока цвет ковра в Нижней палате красный. Также отличительной чертой являются так называемые скульптуры на колоннах. В Верхней палате представлены более традиционные профессии, такие как, например, рыболов или пастух, в то время как в Нижней палате представлены профессии современные, такие как механик, чеканщик монет, архитектор или почтальон. 100 лет назад в здании парламента еще можно было курить. Правда, не в зале заседаний, а здесь в коридорах, специально отведенных для этого местах. Депутаты приходили сюда, к местам с номерками, оставляли свои сигареты, а потом приходили обратно и докуривали свои сигары. Здесь также появилась известная поговорка «для хорошей беседы и гаванской сигары не жалко». В южном крыле в зале Мункачи висит одна из самых красивых и больших картин здания – монументальное панно «Обретение Родины». Автор картины Михаил Мункачи – один из главных венгерских мастеров жанровой и исторической живописи XIX века. Репродукцию этой картины в оригинальном размере вы можете увидеть в зале приема посольства Венгрии в Москве. Мы с вами в зале заседаний Нижней палаты, где собрание проходит уже более 100 лет. У каждого депутата есть свое именное место с креслом и столиком. За этим местом сидит премьер-министр страны, а здесь спикер парламента. С этой трибуны выступают депутаты во время заседания, а это следы от пуль, которые сохранились со времен покушения на спикера Палаты представителей Иштвана Тису в 1912 году. За этим занавесом по сей день работают стенографисты, фиксируя все происходящее в зале заседаний. За 1 минуту они способны записать более 450 слогов. Рядом с залом Мункачи находится зал Нандорфехервар. Здесь проводятся официальные приемы спикера парламента. Это картина Гези Удвари, торжество Януша Хуняди из Нандорфехервара. На картине изображена победа войск Януша Хуняди над армией Османской империи под Белградом. Именно с 1456 года колокола всех католических храмов звонят в полдень в честь христианской победы под Белградом. Все дороги ведут в Рим, также все коридоры парламента ведут в ее центральную часть, в купольный зал. Здесь наши пути с Анитой пересекаются. Святая корона – один из главных символов нашей государственности. Святая корона Венгрии – одна из старейших корон ныне существующих государств. История ее происхождения окутана тайной.
Корона состоит из двух частей: нижнего обруча с надписями на греческом языке и пластин с надписями на латинском языке. Она ассоциируется с именем первого венгерского короля Святого Иштвана. Однако большинство исследователей считают, что нижнюю часть изготовили в Византии в XI веке для женской головы, а две части соединены уже позже, в XIX веке. Надеемся, вам понравилась наша экскурсия по парламенту и вы узнали много интересного и нового. Но если вы хотите узнать еще больше, то можете пройти онлайн-экскурсию на сайте парламента, а ссылку вы найдете вот здесь. Приезжайте в Будапешт. До встречи! Всем пока!